Приветствую на канале «Как вязать». Сегодня будем вязать вот такой простой и в то же время очень изящный, красивый узор. Можно вязать как целые изделия, возможно, элементы какие-то в ваших свитерах, кардиганах. Возможно, шапочку связать, снуд. Может быть, шапочка одного цвета, снуд другого. Сейчас это очень модно. Вот такой красивый, оригинальный узор. Смотрится красиво в разных тонах. Вот посветлее и в тоне потемнее показала вам. Тоже все красиво. Очень аккуратная изнаночная сторона изделия. Итак, как вязать? Вязать очень просто. Нужно набрать нечетное количество петель и провяжите первый ряд, кромочную снимаем, все лицевые петли в первом ряду. То есть до конца ряда провяжем лицевыми петлями. Это наш первый ряд. Раппорт составляет 2 петли плюс 2 кромочные. То есть вам нужно набрать четное количество петель для этого рисунка. И в высоту раппорт составляет 8 рядов. В принципе, 4 основных, и будет небольшое изменение, смещение в следующем раппорте из 4 рядов. Я вам сейчас все покажу. Для того, чтобы вот эта точечка на рисунке была в шахматном порядке, поэтому 8 рядов. Сейчас вы все увидите и поймете. Кромочную изнаночной разворачиваем и вяжем второй ряд нашего красивого узора. Кромочную снимаем и вяжем все изнаночные петли во втором ряду. Все петли провязываем изнаночными до конца ряда. Так продолжаем до конца ряда вязать изнаночными петлями. Кромочную тоже провязали изнаночной. И вяжем сейчас с вами третий ряд. Первую снимаем кромочную. Видите, эти точечки у нас в шахматном порядке. Вот в первом ряду первую петлю провязываете лицевой. Далее петельку снимаете и нить за работой. Лицевая, петлю сняли, лицевая, петлю сняли, а нить оставляете, когда снимаете петлю, не провязанной за работой. Очень простой узор.
И так до конца ряда вяжем. 1 лицевая, 1 петельку переснимаем, не перекручивая. Пересняли, нить за работой, пересняли, нить за работой. Кромочную изнаночной. И сейчас с вами будем вязать 4-й ряд. Кромочную снимаем первую. И далее, смотрите, вот эту петельку мы переснимаем, нить перед работой оставляем и лицевая. Переснимаем, лицевая. Переснимаем, лицевая. Во время того, как вы переснимаете петельку, нить оставляете перед работой. Вот так. Это изнаночная сторона у нас вязания. То есть, когда вы переснимаете, то вы нить рабочую оставляете на изнаночной стороне вязания, чтобы лицевая у вас была идеальная, красивая. Пересняли, лицевая. Пересняли, лицевая. И так до конца ряда. Кромочную изнаночной. И теперь мы вяжем сейчас следующий. Мы провязали 4 ряда, и теперь следующий 5-й ряд мы провязываем снова все лицевые. То есть мы повторяем в 5-м ряду полностью наш 1-й ряд. До конца ряда провязываете лицевыми. Это у нас 5-й ряд. В высоту раппорт 8 рядов составляет. Сейчас мы вяжем 5-й, все лицевые. И следующий 6-й ряд начинаем вязать. Кромочную сняли и провязываем изнаночными весь 6-й ряд до конца. То есть 6-й ряд вяжется так же, как наш 2-й вязался. Мы его полностью повторяем. То есть 1-й, 2-й ряды равны 5-му и 6-му. А 3-й и 4-й немножко будет отличаться от 7-го и 8-го. Будет небольшое смещение, вы сейчас увидите. Для того, чтобы наши точечки на нашем рисунке были в шахматном порядке. Так рисунок будет выглядеть поинтереснее. Провязываем до конца изнаночными наш 6-й ряд. И переходим к 7-му ряду. Кромочную снимаем и первую петельку мы переснимаем, нить за работой оставляя. Далее лицевая, пересняли, лицевая, пересняли. И так до конца ряда. Это наш 7-й ряд. То есть если мы в 3-м ряду провязывали в этом ряду
первую лицевую после кромочной, то здесь мы нить пересняли, петлю пересняли, оставив нить за работой. Вот здесь у нас и будет смещение нашей точечки в шахматном порядке. До конца ряда нить пересняли, петлю пересняли, нить за работой и лицевая. И так до конца ряда. Очень просто вяжется такой красивенький узорчик. Последний 8-й ряд вяжем. Лицевая, нить перед работой, петлю пересняли. Лицевая, нить перед работой, петлю пересняли. Вот так вяжем до конца ряда. Наш 8-й, последний ряд раппорта. Вы видите, что вязать очень просто этот узор, а выглядит он очень симпатично. Все, готов. Узор готов. Очень вязать его просто, друзья. Если вам понравился этот узор и как его вязать, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Пишите вопросы в комментариях, буду рада ответить на ваши вопросы. Вот так в изделии красиво будет смотреться, просто замечательно. Не забывайте ставить на колокольчик. До новых встреч, друзья, пока!